Продолжается эпопея, но, честно говоря, фон такой, что я не понимаю людей, женщин, женщины, если меня слушают, вы вообще, как-то, будьте повнимательны, черт побери, столько внимания уделено, то что медицина в России уже давно сдана на откуп, не вся, наверное, есть исключения, особенно пластика, уж, по крайней мере, очень большое количество жалоб, там, вплоть до смертных исходов. Тут недавно женщина приехала, не помню, из Германии, что ли, откуда-то из Европы, легла под нож, а потом она легла и под могильную плиту. Надо ли напоминать шумное дело друга Киркорова, IQ Пластик Хайдарова, который вообще, его не брали на работу, он обычный мигрант какой-то был из Узбекистана, болтался, там нашел какую-то теплую горячую руку покровительственную, и дальше у него сотни тысяч оборота, но уже и жертвы есть, уже и следствие проводилось. И все время об этом говорится, и, друзья мои, я снова читаю новость, которую Мэш публикует, мне за людей обидно, что происходит? Все, что рекомендуют вот эти деятели, все, что рекомендует Боня, это как пример, тоже, все, что вокруг них в этой клоаке, не слушайте их, поберегите свое здоровье. Боня, помимо того, что она, оказывается, защитница соцсетей, извините, сдержала улыбку, она еще активно рекламировала пластического хирурга, а чтобы было достовернее, она такой рассказ, я маме предложила, она тогда пошла, мама еле выжила, у нее шрамы там на полшеи, вот такой шрам. Что-то у нее лопнуло, черное потекло, публиковалась новость. Они других не находят, они находят тех, кто им платит, видимо, я так предполагаю, чтобы они вам рекламировали, а дальше они-то отойдут в сторону. Это там они еще из-за мамы, поэтому резонанс был, поэтому она там начала ругаться, а потом они еще помирились с этим пластиком. Хирургом. Переходим к новости. Больше 10 пациенток изуродованы в элитной клинике в Томске. Со слов жертв, после операции у 3 пластических хирургов-мясников, у них кривые носы, грудь разной формы, гнойные. Я это все уже читал. Все это уже было в отношении IQ Plastic, например. Разъехавшиеся швы, деньги за красоту. Больше того, там в IQ Plastic, очевидно, читалась такая узбекская, возможно, влияние диаспор, то есть какое-то этнообъединение, и они просто непробиваемы. Полиция приходила, максимум, что сделали, в IQ Пластик, провели обыск. Все, а потом быстренько все равно свернули, а человек в могиле. Там делали резекцию желудка, и человек скончался. Правда, успел оттуда уйти, и там вот этот Хайдаров говорит, раз он ушел, это же не у нас он умер. И вот такая логика звучала, от которой глаза на лоб лезут. По данным Мэш, одна из пострадавших пришла здесь, наверное, может, Иванов какой-то был, да, сейчас дочитаем до фамилии врача, чтобы было понятно, хотя бы, да, то есть свой, то есть, чтобы не было мыслей о каких-то очередных диаспорах, да, то есть, вот то, что думают многие, о том, что Лавров армянин, он там иногда говорит, мы русские, он заговаривается по возрасту, он армянский. Вот, я это к чему? К тому, что, давайте вот это тоже различать еще раз, здесь не вопрос, что какие-то есть плохие или хорошие нации, а в том, что есть очень плохие нациобъединения, националистические объединения, которые дружат по национальному признаку. Это расизм жесточайший. Мне проще таких называть этнобанда, но едем дальше. Итак, по данным Мэш, одна из пострадавших пришла в Генелли с запросом на подтяжку груди после родов, увеличение имплантом абдоминопластику, все это для меня новые слова, слава богу, мне такое не требуется. Слова поддержки женщинам, во всех смыслах поддержки, видимо, и коррекцию ореол. Цена за все 800 тысяч. Валентина взяла кредит. Хирург Иванов, Арутюнян не стал делать якорную подтяжку. Вот так. Передумал. Не перенес ореолы, а после операции, господи, читаешь такое ощущение, что диктуешь какой-то фильм для 18 вслух. Это серьезно, это здоровье. А после операции шов на животе начал гнать, дошло до некроза тканей. Клиника вину не признала и предложила 100 тысяч с условием, что женщина заберет все претензии. Разобрали ее, собрать не смогли, забери претензии. Говорит ей Арутюнян, говорит, забирай претензии. Вот, привет Лаврову еще надо было сказать. Не повезло, еще раз, для меня, когда они гужуют с национальным признаком, тогда у меня возникают сомнения. А не то, что кто-то там хороший или плохой. Вот есть Симонян, тоже такая великая, она все время говорит, русский мир наш. Ее уже в Армению не пускают. Домирилась уже, по-моему. Не повезло и другой пациентке Юлии. Пришлось 3 раза переделывать грудь. Вот все эти дела, после Арутюняна. Хирург настолько сильно перетянул живот, что шов разъехался, кошмар какой-то. Жалобы есть и еще, значит, тоже какой-то товарищ, это, наверное, какой-то другой, потому что зовут его Гарик Четенян. После ринопластики у этого врача нос свернут на бок. Внутри остались лишние хрящи, кошмар какой-то. Уродует людей даже директор клиники Оксана Гейко. Утверждает ее клиентка Надежда. Та пришла делать подтяжку груди, получила кривую форму и, смотрящий в разные стороны, в общем, там все что-то куда-то не туда смотрит. Хирург утешила,
им психологами надо работать. Там, знаете, горячая линия для тех, кто пережил какую-то травму. Ну, они тебе сами и травму наносят, а потом они тебя сами утешают. Слушайте, а им не надо 2 раза за это платить. Хирург утешила, так и должно быть, пройдет. Но переделывать такие пришлось в другом месте за свой счет. Нина очнулась от наркоза прямо во время операции у Гейко. Спустя месяцы шрам на животе, ну, все то же самое, все там расходится. Сотрудница клиники рассказала нам, врачи предлагали клиентам оплатить операцию наличкой, за это обещали хорошую скидку. Жертвы соглашались, еще и уходят от налогов, то есть бандюги. Жертвы соглашались и отдавали кэш главврачу, пострадавшие готовят коллективный иск. Коллективный иск надо подавать на Киркоровых и ему подобных, которые на эту самую, вот, которые там, господи уже, Боня, которые вам их рекламируют. Уберете вот этот шлак, который вводит вас в заблуждение. Жизнь себе сохраните, вот мое мнение. Даже если не дойдут ваши жалобы до результата, поймите, вы очистите просто площадку от этих клопов и тараканов, образно выражаясь, которые не дают возможности пробиться. Вы что думаете, что в стране нет хороших специалистов? А им не дают. Я знал историю, где человека выжили из больницы, был гениальный хирург, только потому, что у главврача, он хирург тоже был, у него были связи. Там, в министерстве, он уже старый был. Это мне вообще рассказывала хирургическая сестра, просто знакомая была на другой работе. То есть, она уже поменяла работу, она не смогла в этом работать. Тот просто людей только что не в могилу отправлял, руки трясутся, он старый. Надо же, там, по часовку свою отрабатывать. А пришел молодой, за ним, говорит, там медсестры, как это самое, как след по волнам за ним. Потому что он гениальный, талантливый, молодой, красивый. И все. И вот тот начал выживать. Почему? Потому что он понимал, что иначе наоборот будет. Старого выпнут, потому что пришел молодой, гениальный, руки не трясутся, не дрожат, мозг соображает. Все работает, друзья мои, по одному принципу. И еще раз, но это я как пример привел там, где молодое и старое поколение. Ну а что касается принципов, когда у вас целая махина диаспора заинтересованная, своих навязывать, вталкивать в какие-то бизнесы, которые приносят доход. Как вы думаете, талантливый прорвется туда, пробьется он в этот бизнес или нет? Вот у меня терзают смутные сомнения. Вот если вас не терзают, пишите. А я поэтому и делаю акцент на диаспоре, которые мне не раз попадались в этих историях. Потому что зло в них не просто, что в диаспоре тоже сами по себе плохо. Они изначально неплохо, когда они работают правильно, когда они вообще для ясных целей создаются. Как адаптационные такие объединения. Когда человек приехал, языка не знает, армяне, оказывается, русский не знает. И я смысл появления вот этих организаций я пытаюсь объяснить. В СНГ это вообще бредово выглядит. Если бы были какие-то немецкие диаспоры, я бы еще понял. Немецкий язык, немцы не знают русский язык. И вот когда они объединяются, то они что? Начинают лоббировать свои интересы любыми методами. Все. К чему это приводит? Не к тому, что даже плохие с ножом стоят над вами, а к тому, что хорошие, талантливые, просто им не дадут пробиться. Не дадут. Вычислят, выявят и уволят. Вот такая история. То, что меня пугает. Вот это мое мнение. Имхо. Увидимся. Берегите себя.